Друзья, здравствуйте! В данном видео я поделюсь с вами, как вы можете самостоятельно узнать, насколько изношен двигатель, есть ли он масло и ждать ли скорой капиталки. То, что я расскажу сегодня, это советы для обычных покупателей, для тех, кто сам смотрит автомобиль перед покупкой. Здесь не нужно каких-то специальных знаний или оборудования. Есть разные мнения насчет вот таких экспресс-проверок. Я же скажу свое, причем как практика, немало поработавшего механиком в автосервисах. Что делаем под капотом? Начинаем с масла заливной горловины. Заглянем под крышку. Если видим там черное, это уже накопившийся нагар. Он нам говорит о первых звоночках увеличенного жора масла. Если мы видим прям черные сгустки, это уже плохо. Это будет проблемный мотор. Кстати, белый налет под крышкой – это не повод для паники. Если его немного, это норма. Он появляется просто от перепадов температур. В общем, конденсат плюс масло. Нечего бояться этого. Дальше смотрим сюда, внутрь головки блока. Я думаю, кто следит за моим инстаграмом, знает, что я смотрю туда в первую очередь при проверке любого двигателя. Место очень информативное, а марафетить к продаже его никто не станет. Только обязательно с фонариком и вот так во все стороны смотрим. Здесь нужно понимать, что нагар в виде темных таких коричневых, это лаковые образования, которые вот так нагаром ложатся там на все стеночки, увидите там на распредвале. В общем, такого быть не должно. Двигатель должен быть чистый. Нам говорит это либо о большом пробеге, либо то, что масло менялось не вовремя, либо, может быть, там контрафактное масло было, тяжелые условия эксплуатации. В общем, ничего хорошего это нам не несет. При больших пробегах, реальных больших, да, там должно быть, ну, так скажем, светло-коричневое, и то немного. Далее, на заведенном моторе смотрим дым. Вот из этой маслозаливной горловины. Если его нет, то не лишним будет посмотреть, не прыгает ли крышка. Ставим крышку обратно, и, значит, на холостом ходу она должна быть вообще без движения. Она может лишь просто немножко покачиваться, а при попытке ее поднять, ее будет засасывать обратно. Только важно, чтобы у нас мотор был при этом прогретым, а обороты, повторюсь, холостыми. Далее, течь и запотевание масла. Обычно все они в районе головки блока. Сами по себе они не критичны, но давит-то масло оттуда почему? Если мотор ест масло, у нас повышается давление картерных газов, они прорываются в головку и давят масло со всех слабых мест. Можно переуплотнить место течи, например, заменой прокладки, но если причина была в жоре масла, то течь появится у нас просто в следующем слабом месте. Некоторые говорят, ну и что, подъедает он масло немного, типа это норма. И дилеры нам тоже говорят, литр, полтора на 1000 это норма. Поверьте, это не норма. И это норма в кавычках, чтобы отказать вам в ремонте. Для абсолютного большинства автомобилей это очень много. И точка невозврата будет быстро пройдена, после которой жор масла начнет расти в прогрессии. Посудите сами, когда двигатель ест такое количество масла, точнее вот оно угорает в нем, самоочищаться мотор уже не успевает. Сгоревшее масло нагаром покрывает кольца, клапана, масляные каналы. От этого подвижность колец уменьшается, от этого мотор начинает еще больше есть масла. Но вернемся к запотеванию. Конечно, ушлые продавцы там все помоют, но скорее всего сделают они это только на видном месте. Посмотрите заднюю сторону мотора, возьмите фонарик, зеркало, не поленитесь снять и декоративную крышку, увеличьте себе обзор в 2 раза. Также посмотрите вокруг маслозаливной крышки. Видите свежее масло? Это оно здесь от частых подливаний. Если такое увидели, спросите продавца, давно ли он менял масло. Если, допустим, месяц уже прошел, явно это масло уже подсохнет, покроется пылью, и таким свежеразлитым оно не будет. Значит, вокруг маслозаливной у нас масло от чего? От частых подливаний, да, мотор ест масло. Дальше. Проверяем, конечно, уровень масла щупом. Может, он там на минимуме. Опять же, верный признак того, что мотор ест масло. Только если мотор работал, не забудьте, да, чтобы он минут 15 там постоял, выключенный, чтобы масло у нас все успело в картер спуститься. По поводу уровня масла. Он еще должен быть и не выше нормы. Перелитый уровень выдавит лишнее масло. А вот если причина в попадании антифриза в масло, это уже совсем печально. Смотрим масло на щупе, а точнее уже эмульсию. Конечно же, еще нужно заглянуть в бачок антифриза. Вот если там увидите прям бульон, да, такие жирные темные пятна плавают. Все, закрываем капот, тут же прощаемся с продавцом. Сколько у нас двигатель проработал на эмульсии,
Соответственно, что там уже с поршневой, явно ничего хорошего. Кстати, есть моторы, которые вот прям склонны к такой фигне. Например, Chevrolet Orlando, мотор 1.8, у Cruze 1.8 и тот же самый там на Mokka ставился. Вот только за последний год мне несколько раз попадались такие моторы, вот уже с высоким уровнем, уже с попаданием антифриза. Это у них конструктивный просчет есть. И, собственно говоря, будьте очень бдительны вот с такими машинами. Дальше переходим к выхлопу. Масло горит сизым, таким голубоватым дымом. Но не всегда вы это увидите или почувствуете носом. Катализатор, сажевый фильтр будут вашими противниками в этом. Но даже это не преграда. Смотрите, как нужно делать. Если мотор холодный, не просто постоял часок, а вот с ночи прям холодный, во время запуска мотора стойте у трубы. Первый выхлоп будет сизым, а дальше нормальным. И это сгорит масло, которое у нас за ночь скопилось. Как я делаю обычно на осмотре? На прогретом моторе прошу продавца подержать 3000 оборотов, секунд 5, а потом резко сделать несколько перегазовок. Главное резко и там где-то до 4-5 тысяч. Если мотор даже немного подъедает масло, вот эту сизость в дыму вы уже увидите. Нажимайте. Начинаем? Да. Сейчас не резко, да? Да, сейчас 3000, 5 секунд. Все, и сейчас резко несколько раз 4500. Ну, а если мотор прям конкретно ест масло, можно вот эти все изыски, в общем, не обязательно все эти изыски, просто обычно перегазовки, несколько раз так понажимали, и этот сизый дым вы увидите обязательно. Ну и обязательно загляните в выхлопную трубу. Жирный налет – это приговор. Причем вот так вот просто провести пальцем, конечно, это хорошо, но если только продавец там не подготовился, да, не протер там салфеточкой. Также возьмите фонарик и загляните поглубже. Сразу все увидите. Такой толстый, жирный, такой черный такой налет нам уже говорит о том, что да, мотор ест масло, дым сам по себе жирный, вот, соответственно, это все осело. Пользуюсь ли я на осмотре автомобиля тем, что сегодня рассказал? Конечно. И это часть осмотра. Если есть хотя бы один из этих признаков, осмотр заканчивается. Это такие явные грубые признаки, когда проблема уже очевидна. Конечно, нужно еще мотор слушать, нужно делать компьютерную диагностику. Она позволяет распознать проблемы еще на ранних этапах, особенно на немцах. Но для самостоятельной проверки, хотя бы то, что я рассказал вам, обязательно поможет не купить явный хлам. Друзья, если узнали что-то новое, ставьте палец вверх. Это ваша обратная связь, она показывает, что я на верном пути. Я стараюсь с вами поделиться своим опытом в непростой сфере автоподбора. А если есть вопросы, пишите в комментариях, я обязательно всем отвечу.